24 июня 1974 года самолет Ил-18 авиакомпании «Аэрофлот» выполнял рейс 5139 из Самарканда в Ленинград с промежуточными посадками в Ташкенте и Свердловске. Пилотировал самолет экипаж 219-го летного отряда. На борту находилось 8 членов экипажа и 106 пассажиров. Вылет из Ташкента должен был состояться в 15 часов, но из-за отказа радиокомпаса АРК был задержан на 1 час. После ремонта в 16 часов 4 минуты экипаж занял позицию в конце взлетно-посадочной полосы, а затем начал разбег для взлета. Поначалу все проходило без отклонений, но спустя примерно 41 секунду с начала разбега, когда авиалайнер разогнался до 230 км в час, и пора было поднимать переднее колесо шасси, он врезался крайним правым двигателем номер 4 в стаю птиц. Но экипаж этого не увидел. Тем не менее, бортинженер увидел по приборам, что произошел отказ 4-го двигателя, о чем доложил командиру и получил в ответ команду зафлюгировать воздушный винт данной силовой установки. До конца полосы оставалось еще 2100 метров, и командир, оценив ситуацию, решил, что при высокой температуре воздуха, в условиях высокогорного аэродрома, да еще при расположенном за аэропортом жилом массиве, тяги 3 винтов может быть недостаточно, поэтому принял решение прервать взлет. Тогда командир дал команду перекрыть топливные краны и снять винты с упоров, то есть перевести их в режим аэродинамического тормоза, что бортмеханик и выполнил на 47-й секунде с начала взлета, спустя 6 секунд после столкновения с птицами. Действия командира поначалу были правильными, так как по расчетам авиалайнер мог остановиться в пределах полосы. Но от волнения командир забыл, что процесс перевода винтов со взлетного режима на нулевой угол атаки занимает около 12 секунд. Не увидев быстрого тормозного эффекта, командир дважды повторил команду бортмеханику. Через 7 секунд с момента первой команды винты перешли на 0 градусов по указателю положения рычага топлива, а следом появился сигнал, что на винтах появилась отрицательная тяга. Однако взволнованный из-за опасения выкатиться за пределы взлетно-посадочной полосы, командир этого сигнала сперва не заметил и дал команду зафлюгировать винты, что в данной ситуации было ошибкой, так как тормозной эффект от этого значительно снижался. Но бортмеханик выполнил эту команду, и на 57-й секунде взлета нажатием кнопки зафлюгировал воздушные винты на 1-м и 2-м двигателях. В результате отрицательная тяга на винтах пропала, а авиалайнер находился всего в 600 метрах от конца полосы и мчался со скоростью 190 км в час. Поняв, что выкатывание за пределы взлетно-посадочной полосы неизбежно, командир дал команду применить аварийное торможение, но из-за несогласованных действий в экипаже команду выполнили не сразу. Увидев, что аварийное торможение никто не включает, бортмеханик проявил инициативу и сам его включил, но поначалу недостаточно интенсивно. К тому же, отвлекшись на аварийное торможение, он забыл зафлюгировать оставшийся воздушный винт номер 3, на котором еще сохранялась отрицательная тяга. С учетом, что оба левых винта уже были зафлюгированы, возник разворачивающий момент, который сохранялся на протяжении 15 секунд и уводил авиалайнер вправо. В результате на 67-й секунде с начала разгона и в 10 метрах от конца взлетно-посадочной полосы Ил-18 на скорости 130 км в час под углом 15 градусов сошел с полосы и выкатился на грунт. Только тогда бортмеханик вспомнил про незафлюгированный винт и остановил весь двигатель с помощью крана «Остановка». Промчавшись по грунту, самолет приближался к впереди расположенному водному каналу, который имел ширину 15 метров при высоких берегах. Чтобы не врезаться носовой частью в противоположный берег, командир резко потянул штурвал на себя. На 82-й секунде с начала разгона Ил-18 на скорости 70 км в час перелетел канал и ударился о склон противоположного берега хвостовой частью. Рухнул на берег, сломал стойки шасси и разломился на 2 части по 24-му шпангоуту в 555 метрах от взлетно-посадочной полосы. Хвост при этом остался висеть над каналом, пожара не возникло.
Под руководством командира экипажа в течение 3 минут все пассажиры были эвакуированы. 3 пассажиров не были пристегнуты и при ударе получили тяжелые травмы. Одним из них был командир воздушного судна из 219-го летного отряда, летевший пассажиром на данном рейсе, который через несколько часов скончался в больнице от полученных травм, став единственным погибшим в происшествии. Всего в общей сложности были ранены 22 человека, бортрадист, бортпроводница и 20 пассажиров. Расследованием причин катастрофы самолета Ил-18 рейса 5139 занялось Министерство гражданской авиации СССР. В ходе расследования было установлено: отказ силовой установки номер 4 произошел вследствие попадания птиц в газовоздушный тракт двигателя, что из-за нарушения нормальной работы компрессора и помпажа привело к автоматическому флюгированию воздушного винта, падению давления масла в системе и выключению двигателя. Поспешные и неправильные действия экипажа по прекращению взлета привели к созданию аварийной обстановки. Неучет командиром воздушного судна времени перехода винтов со взлетных углов атаки на 0 градусов и снятия винтов с упоров. Поспешная и неправильная команда на флюгирование работающих двигателей, что увеличило длину разбега на 400 метров. Бортмеханик не зафлюгировал винт номер 3, что вызвало разворачивающий момент вправо. Командир воздушного судна не управлял системой аварийного торможения, а лишь подал команду. Из-за несогласованных действий между членами экипажа торможение выполнялось бортмехаником недостаточно интенсивно.